Hello everyone, I'm glad to be here. Всем привет, я очень рад быть здесь. Today I'm going to be talking about how to use free joint ventures to grow your list with proven buyers. Сегодня я вам расскажу, как использовать бесплатные партнерства, чтобы растить ваш подписной лист и растить их теми людьми, которые действительно купят. The biggest problem people have with list building is they build a list of freebie seekers. И самая большая проблема с ростом вашей подписной базы, что вы часто растите ее людьми, которые ищут халяву. So whenever I think about list building, I go after buyers. Но когда я хочу растить свой лист, я хочу туда тех людей, которые действительно купят. How can I add more buyers or people ready to buy to my list? Как же мне добавить тех людей, которые купят, или тех, которые захотят купить, в свой список? Here's what you'll discover today. И вот о чем вы узнаете сегодня. Why joint ventures are the fastest free way to add a flood of new subscribers. Почему партнерство – это самый быстрый, бесплатный способ добавить просто поток новых подписчиков? The three biggest mistakes beginners and experienced marketers make which sabotage their joint ventures. Три самые большие ошибки, которые делают новички и опытные маркетологи, которые просто заваливают их партнерство. How and where to find profitable joint venture partners. Как и где находить прибыльных партнеров. How to contact those partners. Как связываться с этими партнерами. And 10 free joint ventures proven to grow your list. И 10 способов партнерства, которые действительно будут растить ваш подписной лист. Some of you may not know me. Возможно, вы меня не знаете. I got started online way back in 1996. Я начал свой бизнес онлайн в 1996 году. Before I came online, I was delivering pizzas for Little Caesars. Прежде чем я вышел в онлайн, я доставлял пиццу. My wife and I were in debt. Моя жена и я, мы были в долгах. And we didn't know how we were ever going to get out of that situation. И мы не представляли, как мы можем выйти из этой ситуации. I heard a few rumors about people succeeding online. Я слышал слухи, как люди преуспевают онлайн. I bought my first computer ever. Я купил свой самый первый компьютер. And I got started online selling other people's products. И я начал свой бизнес онлайн, продавая продукты других людей. The most important discovery I made that first year И самое важное открытие, которое я сделал в первый год, was the importance of building a list. это важность построения своей подписной базы. As my list grew, so did my income. И по мере роста моей базы рос мой доход. I was able to escape my pizza delivery job in just a couple of months. И я смог уйти со своей работы по доставке пиццы всего за пару месяцев. And I've been making money online ever since. И с тех пор я зарабатываю онлайн. A couple of years later, around 1999 or so, И пару лет спустя, примерно в 99 году, conference promoters asked me to demonstrate how powerful email marketing was. организаторы конференции начали просить меня показать, насколько силен мой email-маркетинг. So each conference, I would send out a promotion on Friday, and we would check the stats all weekend long. И на каждый промоушен я отправлял письмо по базе в пятницу, и всю неделю мы проверяли статистику. We did this multiple times. И мы сделали это несколько раз. One time, we sent out the promotion on Friday, we checked the stats on Sunday. Однажды мы начали промоушен в пятницу и проверили статистику в воскресенье. And I earned $96,250 over that weekend. И за эти выходные я заработал $96 250 from just one email to my list. Всего лишь от одного письма своей подписной базе. No promotional partners, no affiliates. Без
промо-партнеров и без аффилиатов. That changed the lives of the audience members that day. И это изменило жизнь моей аудитории в тот день. Email is still the absolute most important thing you can do online. E-mail – это до сих пор самая важная вещь, которую вы можете делать онлайн. I have a gift for you today. И у меня для вас сегодня есть подарок. It's 101 ways to quickly and easily build your opt-in list. Это 101 способ легко и просто увеличить ваш подписной лист. It's been translated by my business partner in Russia into Russian for you. И мой бизнес-партнер в России перевел его на русский для вас. You should be able to click the red button here in a minute or two to go over to this. Примерно через минуту или две внизу под видео сможете нажать на красную кнопку и получить его. We're going to be talking about how to use joint ventures to build your list. Мы будем говорить о том, как использовать партнерство для того, чтобы растить ваш подписной лист. There's multiple ways that you could choose to build a list. Вы можете растить свою базу разными способами. In my free gift, I've given you 101 ways I've used to build my list. И в своем подарке я вам дам 101 способ, как растить вашу базу. I built a lot of subscribers through content marketing. Я набрал очень много подписчиков через маркетинг контента. This includes blogs and social media. Включая блоги и социальные сети. It's a great way to grow a list, but it's time-consuming and slow starting out. Это отличный способ набирать вашу базу, но он занимает очень много времени и он медленный. I also run paid ads such as AdWords and Facebook ads to grow my list. Я также использовал контекстную рекламу, которую я оплачивал. Например, я использую рекламу в Facebook, в Google AdWords. You can grow a list quickly this way, but they're expensive. И таким образом вы можете быстро растить свою базу, но это дорого. Joint ventures are the best of both worlds. И партнерства включают в себя лучшее из двух миров. You get your email list in front of pre-sold prospects and generate a higher conversion rate than any ads. Вы размещаете свой контент, свои объявления уже и показываете его уже теплой аудитории, теплым потенциальным клиентам, которым уже сделали предпродажу. The problem is most people run into a brick wall when they try to do joint ventures. Многие люди просто с разлета забегают в стену, когда они пытаются работать с партнерами. They try to contact cold partners who don't know them. Они пытаются работать с холодными партнерами, которые их не знают. I receive emails every day of people asking me, "Hey, can you promote my product?" Я каждый день получаю письма от людей, которые пишут: "Эй, а можешь продвинуть мой продукт?" If I don't know them, I'm not promoting them. Если я их не знаю, я не буду их промотировать. The second problem is that your offer is the same as everybody else's. Вторая проблема – то, что ваше предложение такое же, как у всех других. And your commission structure doesn't stand out from anyone else. И ваше предложение по комиссии совершенно не выделяется среди остальных. Anybody that you want to contact is extremely busy. Каждый, с кем вы хотите связаться, как правило, очень сильно занят. Everybody else is trying to contact them too. Все другие тоже пишут им. So how will you stand out from everyone else? Как же вам выделиться среди остальных? And what can you give them that's unique? Что же вы можете дать им такого, что будет уникальным? Start thinking about the assets you already have. Подумайте о тех активах, которые у вас уже есть. Who have you already contacted? С кем вы уже связывались? What offers do you have? Чьи предложения у вас уже есть?
And what do you know that other people want to learn? И что вы уже знаете такого, что другие люди хотят узнать? The big one to go back to is who you're already in contact with. Can you repeat please, this one? The big thing to keep in mind is who can you already contact. Вы должны подумать, с кем вы уже контактируете. How do you find partners? Как же искать партнеров? You could, of course, use the search engines. И, конечно, вы можете воспользоваться поисковыми системами. But the best place to go is people that you're a client of or are a client of yours. Но лучший способ – это подумать, чьим клиентом вы уже являетесь, либо кто уже является вашим клиентом. Here's an example of how this works. Вот пример, как это работает. Let's say that you purchased a good product from someone in your market. Представим, что вы у кого-то на вашем рынке купили хороший продукт. If you send them a testimonial, they'll remember you. Если вы отправите им отзыв, то они вас запомнят. So when you email them later, they're much more likely to open that email. Поэтому если вы потом отправите им письмо, то вероятность, что они его откроют, гораздо выше. If they post to social media and you share it, they may notice. Если они разместили что-то в социальных сетях, и вы поделились этим, то они тоже заметят. Even better are people that you meet at an event. Еще лучше это те люди, которых вы встречаете на мероприятиях. Some of the best deals I've seen made are made in the hallway at marketing events. Самые лучшие сделки, которые я когда-либо видел, совершаются во время перерывов в холлах залов. Here's another little quick trick to get people to open your emails. И вот еще небольшой трюк, как вы можете заставить других людей открывать ваши e-mail. Subscribe to the person's list that you want to contact. Подпишитесь сами в базу человека, с которым вы хотите связаться. Make sure that your first contact is replying to one of their messages. И убедитесь, что ваше первое письмо им – это ответ на их рассылку. If you give them a testimonial or say something they've done of you of value, that's even better. Если отправите им отзыв или расскажете, как они вам помогли, это даже лучше. I've also found that if you go to social media, it's much easier to contact partners. И также обнаружил, что если вы идете в социальные сети, то там гораздо проще связываться с партнерами. Over the past couple of months, I've been using LinkedIn quite a bit for this. За последние пару месяцев я достаточно часто для этого использовал сеть LinkedIn. I make one connection, and then I start connecting with all the people they know. Я отправляю запрос на connection, то есть на связь, и затем я начинаю добавлять тех людей, которых они знают. Now here's how everyone screws this up. И вот как все это проваливают. They send a message through social media saying, hey, can you promote my product? Они отправляют письмо через социальные сети с тем же текстом: «Привет, можешь продвинуть мой продукт?» Here's why it works for me. И почему это работает для меня? I send over a message giving 2 to 3 good content articles they might enjoy. Я отправляю им сообщения и включаю 2 или 3 статьи, которые им могут понравиться. These articles have really good content that'll help the person. В этих статьях хороший контент, который поможет человеку. But they also demonstrate what makes me unique in the marketplace. Но также эти мои статьи показывают, что делает меня уникальным на рынке. So the approach is, how can I give something to them before asking? И поэтому мой способ до них достучаться, это когда я думаю, что я могу дать им такого, чтобы они это открыли, прочитали, и это им понравилось.
Another strategy that has worked really well for me is shooting a personal video just for a potential partner. Еще один способ, который для меня очень хорошо сработал, это когда я снимаю видео специально для этого партнера. I turn on my webcam and I, say why we have a good connection together. Я просто включаю камеру и рассказываю, почему нам стоит работать вместе. I contact them through either social media or replying to their email newsletter. Затем я отправляю им сообщение через социальную сеть или отвечаю на их рассылку. Doing a short video like this only takes a few minutes. Такое видео занимает всего пару минут. But it shows that you did your homework and have gotten to know them. Но это показывает, что вы сделали свою домашнюю работу и вы узнали о них. It also makes you stand out from everybody else that's contacting them. Также позволяет вам выделиться из всех остальных людей, которые тоже пытаются с ними связаться. Now remember, our goal is to build our list with buyers. И вы помните, что наша цель – это заполнять нашу подписную базу покупателями. One of the strategies I do to create buyers is I sell a front-end product. И способ, которым я привлекаю именно покупателей, это я им предлагаю какой-либо премиум продукт. I create a lot of fast, low-cost products. Я создаю продукт с низкой стоимостью, который создается очень быстро. Don't spend more than a day or two on this. Не тратьте на это больше 1-2 дней. It could be a 1-hour audio that I create. Это может быть аудиозапись на 1 час. It could be a 1-hour video presentation. Это может быть видеопрезентация на 1 час. Or it could be a 15 to 30 page report that I write. Или может быть мини-книга на 10-15 страниц. I've sold a lot of these products for between $5 and $20. Я очень много продал таких продуктов на $5-20. So where do the joint ventures come in? И откуда же приходят партнеры? That's the first joint venture method we'll talk about. И это первый метод, о котором мы поговорим. I take these low-cost products and I give my partners 100% of the money. Я беру эти продукты с низкой стоимостью, и я даю своему партнеру 100% денег. So if this product sells for $10, the affiliate gets all $10 when they sell it. Так что если этот продукт продается за $10, то мой партнер получает все $10, которые он зарабатывает. So here's what I'm doing. Вот что я делаю. I'm contacting the potential partner through a social media site. Я связываюсь с потенциальным партнером через социальную сеть. I'm giving them links over to several content articles I know they'll appreciate. Я даю им ссылки на несколько полезных статей, которые я знаю, им понравятся. They often reply back to me. Часто они мне отвечают. And then I suggest this unique product that they can promote and keep all the money. И затем я предлагаю этот уникальный продукт, который они могут продвинуть и получить все деньги. All I want out of it is I want the list of buyers. Все, что из этого мне нужно, это список покупателей. I'll also sell an additional product to those customers. Я также этим же клиентам продаю дополнительные продукты. And usually I'll split that 50-50 with the partner. И обычно я доход разделяю 50/50 с партнером. That's one of my favorite ways to grow a list fast with buyers. И это мой любимый способ растить свою подписную базу покупателями. Here's another method you can use for that quick product that you created. Вот еще один способ, который вы можете применить к тому продукту, который вы создали. I've done this dozens of times. И я это делаю десятки раз. You give your product as a gift when people purchase their product. Вы отдаете свой продукт в качестве подарка, когда люди покупают их продукт. I did this just last month with a large Amazon book promotion. В прошлом месяце я сделал это с очень большой промо-акцией с Амазоном. The author
ran a special promotion for one day. Автор делал промо-компанию в течение одного дня. If you purchased his book that day, you received several bonus gifts, including my gift. Если вы в тот день покупали его книгу, то вы получали несколько подарков, включая мой бонус. In exchange, I agreed to promote his book that day. И в обмен я согласился продвинуть его книжку в тот день. Anybody who bought his book also ended up Любой, кто купил его книгу, downloading my free gift. также смог скачать мой подарок. But to get my gift, they had to sign up for my list. Но для того, чтобы получить мой подарок, им нужно было подписаться в мой лист. The promotion last month generated about 300 new subscribers. И эта промо-акция в том месяце принесла мне примерно 300 новых подписчиков. But they're not just any subscribers. Но они не просто какие-то подписчики. They had already purchased a book on the subject. Они уже купили книжку на эту тему. I was able to immediately make sales to them. Я также смог тут же сделать им продажу. And just in the past month, they've been worth a couple of $1,000s to me. И только за прошлый месяц они мне принесли примерно пару тысяч долларов. My cost was nothing. А мне это не стоило ничего. And in this case, there were no affiliate commissions either. И в данном случае на это даже нет никакой комиссии. It was simply a gift that went along with his book. Это просто подарок, который шел вместе с книжкой. I've also done this promotion with people selling their products directly from their website. И также проводил подобные промо-акции с людьми, которые продают продукты напрямую с их сайта. An example was I created an hour-long video for a membership site. Например, я сделал видео длиной 1 час для одного сайта с платным членством. The condition was they had to subscribe to my list to get the free video bonus. Единственное, что им нужно было заплатить, это им нужно было подписаться в мой список для того, чтобы получить бонус. So there's dozens of ways that you can use this type of concept. Так что есть десятки способов, где вы можете применить эту концепцию. You can use the same free gift to participate in giveaway events. Вы также можете использовать этот подарок для мероприятий. These leads aren't going to be as valuable as the buyers. Эти клиенты будут так же ценны, как и покупатели. Normally you do a promotion like this for some special holiday such as Christmas. Обычно вы такие промоушены, такие промо-акции проводите на особые праздники, вроде как Рождество или Новый год. Or you could even turn your own birthday into a major holiday. Вы также можете превратить свой собственный день рождения в подобный праздник. You contact 5 to up to about 30 people. Вы связываетесь с 5-30 людьми. You ask everyone to include a gift of high value. Вы просите их дать подарок высокой ценности. And in exchange, they each also need to promote the giveaway. А в обмен они также будут продвигать и рекламировать вот эту раздачу, мероприятие по раздаче подарков. The last one I participated in this was actually ran by someone else. Последний, в котором я участвовал, его организовал кто-то еще. And I generated over 1,000 subscribers that month from it. И в тот месяц ко мне в базу пришло примерно 1000 подписчиков. You might say, well, I have a small list. Вы можете сказать, ну у меня же маленький подписной лист. Nobody would contact me and ask me to promote. Никто не будет со мной связываться, не будет просить меня рекламировать. That simply means that you need to be the person setting up the event. Это означает, что вы должны быть тем человеком, который организует это мероприятие. You put in the legwork and the effort to make all the contacts. И вы сначала вкладываете очень много работы, чтобы создать эти контакты. And that means that your giveaway gets to be the one that's highlighted first. И это означает, что ваша раздача будет первой в общем списке.
as already mentioned, these 1,000 subscribers weren't as valuable as the buyers. Как я уже сказал, эти подписчики были настолько же ценны, как и покупатели. But in the past year, they've earned multiple thousands from me also. За последние несколько месяцев они мне также много денег принесли. Here's method 4 for creating joint ventures. Метод номер 4 для поиска партнеров. Instead of promoting a product, ask to interview the experts. Вместо того, чтобы продвигать их продукт, попросите у них интервью. It's tough to get people to promote you if they don't know you. Очень тяжело заставить и убедить человека продвигать ваш продукт, если они вас не знают. If you've been trying to do joint ventures, you've probably run into that. Если вы пытались уже найти партнеров, вы, наверное, с этим столкнулись. The best way to build a relationship with a large list owner is to speak to them. Самый лучший способ построить отношения с хозяином большой базы – это поговорить с ним. So one of the best strategies to make your first joint venture is to interview them. И поэтому одна из стратегий, как вы можете начать создавать партнеров, партнерство, это поговорить с ними. That also gets you well known in the marketplace. Это также даст вам известность на рынке. Because people hear your name and connect it with the person that you're interviewing. Потому что люди услышат ваше имя и свяжут его с тем человеком, которого вы берете интервью. There's a lot of ways you do these interviews, such as Skype. Есть много разных способов, как вы можете сделать это интервью, например, Skype. But one of my favorite strategies now is using a Google Hangout for it. Но сейчас моя любимая стратегия – это использовать Google Plus Hangout. Because you can do a video interview and it's automatically created for YouTube. Потому что вы можете сделать видеоинтервью, и оно автоматически транслируется на YouTube. That gives you the benefit of people who might be searching for their name. И это преимущество, потому что вы получите тех людей, которые ищут их имя. And it's almost automatic for you. И для вас это практически автоматически происходит. So why would an expert do an interview with you? Так почему же эксперт будет записывать интервью с вами? Again, it comes back to how you contact them. Опять же, мы возвращаемся к тому, как вы связываетесь с ними. And how unique is your offer. И насколько уникально ваше предложение. For example, I get a lot of people contacting me to do internet marketing interviews. Например, я очень часто получаю приглашения от людей, которые хотят провести со мной интервью на тему email-маркетинга. Most of them ask for interviews about something extremely general. И многие из них спрашивают, чтобы я провел с ними интервью на какую-то общую тему. Maybe they ask me to interview on how a beginner can get started online. Например, они спрашивают, как новичку начать свой бизнес онлайн. But I probably received 10 requests for interviews just like that in the past month. Но я только за последний месяц получил примерно 10 таких запросов. The approach to take is to ask them to interview on a more unique subject. Способ, как вы можете привлечь их внимание, это спросить у них интервью на какую-то уникальную тему. For example, например, one of the interviews that I did recently to someone that I had never heard of before. Недавно я дал интервью человеку, который я до этого никогда не знал. He asked to interview me on the fastest ways to improve the conversion of a website. Он меня попросил дать интервью на тему самых быстрых способов увеличить конверсию веб-сайта. That was a much more specific subject, and it got my interest. Теперь это была более конкретно интересная тема, и это привлекло мое внимание. Another person came and did the personal video when they contacted me. А другой человек, когда он связался со мной, он сделал для меня личное видео. The approach was to use about a 2-minute video. Идея была в том, чтобы сделать 2-минутное видео. They told me their unique concept. Они рассказали свою уникальную концепцию.
And then they basically complimented me on why I would be perfect for the interview with them. И затем они мне сделали, в общем-то, комплимент, почему я буду идеальным человеком, чтобы дать им интервью. That's the kind of approach that gets someone's attention. И вот именно такой способ, такой подход привлекает внимание. Once you've done the interview with them, you can use that for the next step. Как только вы сделали с ними интервью, вы можете использовать это для следующего шага. If you've spoken to them over Skype or for 30 minutes, если поговорили с ними по скайпу примерно 30 минут, they're going to open the next email you send them. Они откроют письмо, которое вы пришлете им следом. That's when you can use one of the other ideas to move to a faster way to build your list. И здесь вы можете уже начать применять те другие идеи для того, чтобы растить вашу подписную базу. The whole point of doing these joint ventures is to do something a little more than what everyone else is doing. Смысл создания этих партнерств – это делать что-то больше, чем делают все остальные. And if you put yourself out there, you're going to be surprised how easy it is to get joint ventures with this type of approach. Если вы воспользуетесь этим подходом и сделаете это, то вы будете удивлены, насколько легко создавать партнерство. The problem with most business owners is they ask for marriage on the first contact. Проблема большинства владельцев бизнесов, что они просят практически жениться при первом контакте. Instead of asking somebody for a very small item. Вместо того, чтобы попросить какое-то что-то маленькое для себя. Invite someone out to coffee before you go for the marriage proposal. Хотя бы на кофе пригласите человека, прежде чем предлагать ему жениться. The next strategy is to use webinars to grow your list. Следующая стратегия – вы можете использовать вебинары, чтобы растить свой подписной лист. This is a strategy that I've been using heavily over the past year or two. Последние года два вот именно эту стратегию я очень часто использую. And I've been my clients and I have been promoting products from $200 up to $10,000. И я, и мои клиенты, мы продвигали продукты стоимостью от $200 до $10,000. We pay usually 40 to 50% to our partners. Обычно мы платим 40 до 50% с нашим партнером. And over the webinar, we have a very high conversion rate of 10% or higher many times. А также на вебинарах мы создаем конверсию от 10 до иногда 50%. When people register for the webinar, you're adding them to your list. Когда люди записываются к вам на вебинар, вы добавляете их себе в базу. And if doing a live event scares you, Если вас пугает мысль проведения живых мероприятий вживую, you can even do your events recorded. вы можете делать вебинары в записи. The conversion rates will be a little bit lower from a recorded presentation. С автовебинара у вас конверсия будет чуть пониже, But my clients and I are still using them. но я и мои клиенты, мы все еще их используем. I have one client who has 5 recorded webinars. У меня есть клиент, у которого 5 автовебинаров, And he has dozens of partners promoting these recorded presentations for him. и у него есть десятки партнеров, которые продвигают и рекламируют эти автовебинары своим клиентам для него. Over a period of a week, it seems something like he's doing 10 to 15 presentations. И кажется, что в течение недели он проводит 10-15 презентаций For all these different lists. для всех этих разных подписных баз. Yet he didn't show up for any of them. Но на самом деле он не появляется ни на одной из них. That's the kind of internet lifestyle I like. И вот именно такой лайфстайл, такой способ жизни мне нравится. So why would an affiliate want to promote a webinar? Почему же вашему партнеру захочется продвигать ваш вебинар? Because it's an opportunity for them to share value with their list. Потому что для них это возможность поделиться ценностью со своим подписным листом, While also earning an income on a higher ticket product.
а также возможность заработать достаточно хороший доход на высоком маржинальном продукте. And if you do these recorded, it's a great way to live the lifestyle also. И если вы делаете это в записи, делаете автовебинар, для вас это способ жить своей жизнью и жить той жизнью, которая вам нравится. I've also found that people who register for webinars are great customers. И также обнаружил, что люди, которые записываются на вебинар, действительно хорошие клиенты. Or not. There are not that many webinars being done in other markets. Не так много вебинаров проводится. So, whatever market you might be in, И поэтому не важно, в каком рынке вы находитесь, there's likely good opportunities for you to do webinars there. скорее всего, у вас есть много возможностей проводить вебинары. Method 6 is another one of the easier joint ventures. Метод номер 6 – это легкий способ получать партнеров. Again, keep in mind that we want to ask someone out to coffee before a proposal. Единственное, помните, пожалуйста, что мы сначала хотим с кем-то кофе попить, прежде чем делать предложение. Offer to write content for their email list or for their blog. Предложите им написать контент для их подписной базы, для их рассылки или для их блога. You can look for blogs in your market by searching any of the search engines. Поэтому используйте любую поисковую систему, которую вы хотите или любите использовать. Type in a keyword that describes your market. Введите ключевой запрос, который описывает ваш рынок. And then add guest post or something similar to the search. И затем добавьте слова гостевой пост или гостевая статья к вашему запросу. You're looking for blogs that mention guest posts. Вам нужны те блоги, которые упоминают, что у них есть гостевые посты, гостевые записи, статьи от гостей. You're specifically looking for high traffic blogs with a lot of comments. И вам нужны именно те блоги, у которых большой трафик и много комментариев. Contact them and do a guest post for them. Свяжитесь с ними и сделайте для них пост или статью. Here's the easiest way to get them to accept your guest post. И вот самый простой способ, как заставить их принять вашу статью к публикации. Write a case study of using something they teach. Напишите case-study, то есть опишите пример, как вы использовали их уникальную методику, о которой они постоянно говорят. Look through a lot of their past articles. Просмотрите их предыдущие статьи, большое их количество. And find something that you agree with or have tested. И найдите то, с чем вы согласны или вы уже опробовали. Your post is simply telling the story of how you use that. И ваша статья будет просто рассказывать историю, как вы это использовали. That is adding value to what they've already written for their blog. И это будет добавлять ценность к тому, что они уже пишут на их блоге. That's something they definitely want to run. И это именно то, о чем они хотят говорить и что они захотят разместить. At the bottom of your post, include a link over to your list page. И внизу под статьей обязательно включите ссылку на контактов. You'll generate subscribers immediately. Вы мгновенно получите подписчиков. And now you have a relationship you can build on for other joint ventures. И теперь у вас есть пример построения взаимоотношений, которые вы можете использовать для того, чтобы находить других партнеров. The next message is what we call list swap. Those today. Прямо сегодня я такое же письмо отправляю. They will promote my freebie for joining the list. Они будут рекламировать какую-то мою бесплатность для своего подписного листа. And I'll promote theirs. А я буду продвигать их. Everyone gets nervous about adding their subscribers to someone else's list. Многие очень переживают, чтобы делиться подписчиками таким способом. But if you're doing a good job of building relationships and sending out emails, Но
Но если вы проводите хорошую работу по построению отношений и по отправке писем вашим подписчикам, you're making a connection with your subscribers. Вы строите с ними действительно хорошие отношения и строите с ними связь. And your subscribers are already joining other people's lists. И, в общем-то, ваши подписчики уже подписываются в другие подписные базы. We want to grow our list while they're doing it. Мы хотим растить нашу базу, пока они это делают. Here's another strategy I used several years back. И вот несколько стратегий, которые я использовал несколько лет назад. You can offer to moderate questions for their website or discussion group. Вы можете предложить им модерировать вопросы и беседы для их дискуссионной группы или форума. They've built up a large audience. Они уже собрали большую аудиторию. You contribute a portion of your time and expertise to help answer their questions. Вы можете проинвестировать немного своего времени и экспертизы, чтобы помочь им общаться с клиентами. You could do this on a free discussion board. Вы можете делать то же самое на бесплатном форуме. But I'd suggest you look for a paid membership site that has a board. Но я хочу предложить вам поискать сайт с платным членством, у которого есть форум. You're doing something for the person who built the membership site. И вы делаете что-то для человека, который построил этот платный сайт. And in exchange, you're demonstrating your expertise in front of buying customers. А взамен вы демонстрируете вашу экспертизу перед клиентами, которые уже купили. There's so many ways you can do these kinds of joint ventures. И эти партнерства можно строить таким большим количеством способов. I do answers for a blog using this type of approach. Do you reply to the blog? I participate in with a marketer who runs a blog answering questions. Я, например, взаимодействую с маркетологом и помогаю ему отвечать на вопросы на его блоге. About once every other week, they send me a question someone asked on the blog. Примерно раз в 2 недели они мне отправляют вопрос, который им приходит на блог. I write them a quick answer of about 200 words or so. Я отправляю им ответ примерно на 200 слов. They post my answer with a couple of other experts. Они размещают мой ответ вместе с другими экспертами, adding the link over to my list. Добавляя ссылку на мою страницу подписки. And every single time I'm adding brand new subscribers to my list. И каждый раз, когда я это делаю, я добавляю подписчиков в свою базу. It always comes back to what do I have to offer? Это всегда сводится к тому, что у меня есть предложить. And how can I use that to grow my list? И как я могу это использовать, чтобы растить свою базу? Here's another one I did a few years back. Вот еще один, который я использовал несколько лет назад. I'm too busy today to offer free consultations. В данный момент я слишком занят, чтобы предлагать бесплатные консультации. But here's how you take this approach. Но вот что вам стоит попробовать сделать. You find someone who's selling a higher ticket offer, such as $100 or more. Найдите кого-то, кто продает продукт на $200 и дороже. And I just look at that price as a minimum. И я смотрю на эту цену как минимальную цену. And you offer to do free consultations or coaching sessions for their buyers. И вы можете предложить делать бесплатные консультации или коучинговые сессии для их покупателей. That means that you'll end up on the phone with their best buyers. Это означает, что вы в конце концов будете разговаривать с их лучшими покупателями.
I'd say on the phone, but I've done almost all of these by Skype. Я сказала, что это можно сделать по телефону, но это также можно сделать по скайпу. Why would they want to offer that? Почему же они захотят это использовать? Because it adds a very valuable bonus to their product offer. Потому что это добавляет очень ценный бонус к их продуктовому предложению. You speak directly to their best buyers. Вы говорите напрямую с их лучшими покупателями. And you'll have the opportunity to sell other products and services. И у вас будет возможность предложить и продать им другие продукты и сервисы. And you can make it even more enticing to your partner. И вы даже можете это сделать более интересным для вашего партнера. By giving them a commission on products and services you sell to this audience. Отдавая им комиссию с тех продуктов и сервисов, которые вы будете предлагать. That solution is specifically for someone who says they have some time. И это решение для тех, кто говорит, что у них есть немного свободного времени. But they don't have money or a large list yet. Но у них еще нет денег или большой подписной базы. What I'm trying to give you is multiple different ways that you can grow your list and make more money. Что я хочу вам сегодня предлагаю, это дополнительные способы, как вы можете сделать больше денег и в то же время растить вашу подписную базу. Here's another one of the ways I've used multiple times. И вот еще один, который я использовал очень много раз. One time this even generated 15,000 subscribers in about 30 days. И однажды это привело ко мне примерно 15 тысяч подписчиков за 30 дней. At zero cost to me. И мне это ничего не стоило. It's by running an ad co-op. Это когда вы делаете совместную рекламу. When I ran this co-op, I was placing banner ads. Когда я это делал, я размещал баннеры. People came to my website and had an opportunity to join my list. И люди приходили на мой сайт, и у них была возможность подписаться ко мне в базу. After they joined my list, после того, как они вписывались ко мне в базу, on the thank you page, I offered them the opportunity to join 5 other people's lists. На странице, где я говорю спасибо за подписку, у них была возможность подписаться еще в 5, по предложениям 5 разных людей. Each of those people paid me for that position on the page. И каждый из этих людей платил мне за позицию, за вот это вот место на странице. And I was paying for all the advertising using their money. И я платил за всю рекламу, используя их деньги. They were willing to spend that money to grow their list. Они тратили деньги и хотели их тратить для того, чтобы растить свою подписную базу. Because I was doing all the work of finding the ads to place. Потому что я проводил всю работу по поиску мест для размещения баннеров. And that's the fastest way that I've grown my list. И это самый быстрый способ, как я нарастил свою подписную базу. And as you think about that, it opens up multiple opportunities. Если вы об этом подумаете, то это открывает многочисленные перспективы. You can turn any type of paid advertising into a joint venture. Вы можете превратить любой способ платной рекламы в партнерство. I've also done it by selling ads on my landing page. Я также делал это, продавая места на своей странице приземления. That means that I had other ads sitting on my opt-in page. Это означает, что у меня на странице подписки сидели рекламные блоки. People paid me for those positions. Люди платили мне за эту позицию. When I did it that way, it still cost me a little extra to run the ads. Когда я это делал, то мне все еще стоило некоторых денег, чтобы размещать рекламу. But a good portion of my ad expenses were being paid from my other advertisers.
Но большая часть моих рекламных расходов была оплачена другими размещателями рекламы. Again, they were willing to do it because I was the one investing the time to find the places to advertise. И они хотели это делать, потому что в свое время по поиску мест для размещения рекламы тратил именно я. Now, I gave you a lot of methods today for growing your list. Сегодня я дал вам очень много способов, чтобы вырастить вашу подписную базу. My biggest worry was that I might confuse you. И мое самое большое беспокойство было в том, что, возможно, я вас запутал. But I wanted to give you multiple opportunities so something would fit you. Но я хотел вам дать много разных возможностей, чтобы хоть что-то вам подошло. You can use one or more of these strategies to grow your list today. И сегодня вы можете использовать одну или несколько этих возможностей, чтобы вырастить ваш список. If you already have a low-cost product or can create one, если вы можете сделать продукт с маленькой стоимостью, then I most enjoy giving the 100% commissions to affiliates. То я, например, предпочитаю давать 100% комиссии своим партнерам. If you have a high-ticket offer, then you can use webinars. Если же у вас предложение с высокой стоимостью, вы можете использовать вебинары. If you're a coach or consultant, you could use the free consultation model. Если вы коуч или консультант, вы можете использовать модель по раздаче бесплатных консультаций. Or you could become the expert host who's answering questions for someone else's group. Или вы можете стать экспертом, который отвечает на вопросы на чьем-либо форуме. If you're excited about paid advertising, если вас радует контекстная реклама, find ways to work ad co-ops into what you're doing. Подумайте, как вы можете применить совместную рекламу к своему предложению. If you already have a large list, do some list swaps. Если же у вас уже большая подписная база, то попробуйте обменяться ей. If you enjoy writing, then go after the guest blogging. Если вам нравится писать, то попробуйте разместить гостевые посты. So see, no matter where you're at, one of these will work for you. Поэтому, как видите, неважно, где вы находитесь, один из методов для вас обязательно сработает. The key, again, is contacting people in the correct way. Ключ к успеху – это связывайтесь с людьми правильным способом. Stand out and do something different than what everyone else is doing. Выделяйтесь и делайте то, что не делают другие. And start growing your list with buyers. И растите свою подписную базу покупателями. As you grow your list with buyers, I can show you how to best turn that list into money on demand. И в то время, как вы растите свою подписную базу покупателями, я могу вам показать, как легко превратить подписчиков в деньги. Because adding buyers to your list is just the first part. Потому что добавление покупателей в вашу базу – это всего лишь первый шаг. My business partner has translated one of my best courses into Russian. Мой бизнес-партнер перевел на русский язык один из моих лучших курсов. It's how to master email marketing. Это о том, как достичь действительно мастерства в email-маркетинге. And we have a special bonus for people here today. И сегодня для тех, кто нас слушает, у нас есть особенный бонус. We have recorded copies of my last 3 Russian presentations. У нас есть записанные копии последних моих 3 презентаций на русском. I cover list building. Я рассказываю про построение базы. How to have fun writing emails. Как наслаждаться написанием e-mail'ов. And advanced email strategies. И продвинутые стратегии по отправке e-mail'ов. In addition, Master Email Marketing will teach you
Вдобавок, мастерство email-маркетинга научит вас. Probably the quickest thing to do is just read my bullets on the slide. Окей. Как быстро и легко создавать бесплатные предложения, которые продают. Расскажет про разработку выгодной системы, с помощью которой параллельно строить подписной лист и зарабатывать на нем. Расскажет бесплатные способы увеличения подписного листа. Использование платной рекламы для создания подписного листа. Как использовать партнерские отношения для построения вашей базы. Как строить близкие отношения с вашими подписчиками. Также расскажет создание системы продвижения для получения денег по требованию. И расскажет продвинутые секреты создания подписного листа и системы генерации доходов. So click the big red button on the screen now. Так что сейчас нажмите на большую красную кнопку, которую вы видите у себя на экране. Расскажут продвинутые секреты создания подписного листа, чтобы узнать больше про мастерство email-маркетинга. You'll build large lists. Вы построите большую базу. You'll grow your relationship with them. Вы будете строить с ними отношения. And you'll turn them into money on demand. И вы также превратите их в станок по печатанию денег. I think I ran over time, so we don't have time for questions. I don't know. I should ask our beautiful organizers. Yes. Do you have time for questions? Денис? Мы сейчас уточняем, есть ли у нас время на вопросы. Okay, we have time for questions. Окей, ребят, пишите ваши вопросы, я буду переводить их на английский, затем слушать ответы и переводить вам на русский. The chat asks to send the link to the chat. Link to the chat. Yeah, because they see the button, but they also ask us to send the link to the offer to the chat. Okay, I posted it into the entire audience on the webinar side. Okay, Dmitry Abadov says, Terry, it's really good stuff. The biggest thank you. I like the product as a bonus, free coaching as a bonus, and interview expert techniques. It's a great idea, it's cool. Okay, Denise Davidov asks, what from listed above gives the biggest conversion for you? The webinars. Денис Давидов спрашивает, что из перечисленного дает самую большую конверсию. Терри говорит вебинары. The webinars attract people who are really good customers. Вебинары привлекают людей, которые действительно хорошие клиенты. And they give you an opportunity to share a lot of value during the webinar. И также дают возможность поделиться действительно сильной ценностью во время вебинара. If you do a good job of sharing value, it separates you from all the other email lists out there. Если вы действительно проводите хорошую работу по тому, чтобы дать ценность вашим слушателям, то это выделяет вас из всех остальных. So you get a lot of sales during the webinar. Поэтому вы делаете продажи во время вебинара. But I've also seen that it increases your response from emails after the webinar. Но также я видел, как это увеличивает отклик, когда вы пишете письма после вебинара. Because you had that time to build a relationship with them. Потому что вы потратили время, чтобы построить с ними отношения. That also applies to recorded webinars, but not on as high of a level. И также это может быть применено к автовебинарам, но не на таком высоком уровне. Okay. Vadim Apin says, Terry, can you please name your teachers? I learned from people who were direct response marketers. Я учился у тех людей, которые обучают маркетингу прямого отклика. I took what they taught and applied it to the internet. Я взял то, чему они учат, и применил это к интернету.
my two biggest experts were Gary Halbert and Jay Abraham. И мои два любимых эксперта — это Гэри Хелберт и Джей Абрахам. Okay. Do we still have more time? Okay, I think yes. Игорь Душутин, Terry, how many subscribers do you have, and what's the conversion from subscribers into buyers? We have a ton. I have a ton of different lists. У меня есть 10 разных подписных баз. The largest list had 135,000. Самая большая из них — это 135 тысяч подписчиков. The most responsive list has 9,000. У самого отзывчивого подписного листа 9 тысяч подписчиков. On average, over time, I can usually convert about 20% of a list into buyers. И в среднем вот за все время у меня примерно 20% подписчиков покупают. But that varies a lot by where the subscribers came from. Но это очень сильно варьируется в зависимости от того, откуда пришел подписчик. I found that sales rates, open rates, and click rates vary by every market. Я обнаружил, что проценты открытия, проценты клика, они сильно отличаются в зависимости от того, откуда пришел человек. So the real answer is that my numbers really don't apply to others. Так что на самом деле мой ответ — это мои цифры к вам неприменимы. You're simply competing with yourself and trying to do better. Все, что вам нужно делать, это соревноваться самому с собой и стараться становиться лучше. Okay, Irina Mishina asks, how do you have any advice working with recorded webinars? I use a tool called Evergreen Business Solutions. Я использую инструмент под названием Evergreen Business Solutions. That actually takes care of a lot of the technical details for recorded webinars. Которые обеспечивают всю техническую поддержку автовебинарам. But I've had clients that simply recorded a video. Но у меня есть клиенты, которые просто записывали видео. And they posted it to their site for a limited amount of time. И затем они размещали у себя на сайте в ограниченное количество времени. And I've also had clients who recorded a webinar. И также у меня были клиенты, которые записывали вебинар. And they had an assistant hit play on the webinar when it was time to show the webinar. И у них был ассистент, который нажимал кнопку play, когда нужно было запустить вебинар. So you can do it with everything taken care of for you. И вы можете использовать любое, что работает для вас. Or you could simply record and play it. Или вы можете просто посадить кого-то, кто будет нажимать кнопку play. The big thing is, what will you do? Вопрос в том, что же вы будете делать. A lot of times we get bogged down in details and we just don't get it done. Очень часто мы зарываемся в детали и просто не начинаем исполнение. Okay. Сергей Двугаленский, he asks, which method is the best to start? It depends on what market you're in. Это зависит от того, на каком вы рынке находитесь. In general, the easiest methods for a beginner to start Обычно самый простой способ для новичков is either interviewing an expert это либо интервью с экспертом, or writing guest posts for blogs. либо написание статей для других блогов. Those are often the easiest to get started with. Обычно это самые простые, с которых можно начать. Так. Окей.
Another question from Igor Dushutin. Do you know anything about recorded webinars in Facebook? Well, the solution I use, the Evergreen Business Solutions. Решение, которое я использую, это Evergreen Business Solutions. Actually, will create the recorded webinars for Facebook also. Они также поддерживают автовебинары в Фейсбуке. They actually have specific landing pages to use on your Facebook page. И у них есть отдельные страницы приземления, которые вы можете использовать в Фейсбуке. Так. Дмитрий Зыков, I think this will be the last question. Are there any innovational or new methods in online marketing? And if there are any, can you name some of them? There's always something new being created. Всегда создается что-то новое. Probably the newest thing that I can say has proven itself. Пожалуй, новейшая вещь, которая уже оттестирована, is using Google Hangouts. Это использование Google Hangouts. We've only been using those for the past couple of months. Последние пару месяцев мы очень часто его используем. So that's probably the most recent proven innovation. Пожалуй, из вот недавних изобретений это то, что уже было точно оттестировано и работает. I'm very wary of suggesting something that we've only seen in one or two markets. Я очень редко рекомендую что-то, что мы видели всего лишь на паре рынков. With my recommendations, I always try to find things that's worked for multiple people. Когда я что-то рекомендую, я стараюсь говорить о том, что сработало для многих людей. Так. Alexander Smirnov asks, Terry, do you plan to come to Russia for a live conference? It's not currently in the plans, but we never know for sure. На данный момент в планах нет, но мы никогда не можем знать, что произойдет. Okay, Антон Трифонов, the reselling of a product, is it a good way to start? It's a very good way to start if you're willing to do it. Это очень хороший способ начать, если вы хотите это сделать. When I answered that question about which one a beginner should start with, когда я отвечаю на вопросы новичков, с чего же лучше начать, in my mind, I was trying to go over which one I could get you to do. В своей голове я обычно перечисляю те, которые я могу предложить вам, чтобы вам было просто их сделать. Because I've worked with clients who are beginners. Потому что я работал с клиентами, которые только начинали. And every one of these methods has been used by them. И каждый из этих методов они использовали. So, what will you do is the question. Так что на самом деле вопрос, что вы будете делать. Okay. Okay. Терри, спасибо за презентацию. Thank you for having me. Спасибо, что пригласили. Well, I answered a lot of questions on some of the previous webinars, which are included in the package. Если у вас есть еще вопросы, то на многие из них я ответил в тех вебинарах, которые включены вот в это специальное предложение. And here we just spoke about list building. Здесь мы говорили только о построении подписной базы. In the course, I talked a lot about the emails that you're sending out.
А в курсе я много говорю о тех e-mail, которые вы будете отправлять. You have to build a list, and you have to make money from it. Вам нужно не просто построить лист, но нужно и делать деньги на нем.